посмотрим. Садим. Всем привет, друзья! Всех приветствую! Рад, что вы заглянули на канал. Сегодня у меня в гостях Степа. Степа у нас впервые здесь на землянке. Степа, как тебе вообще первое впечатление? Слушай, очень долго до тебя добирался, что-то практически год не был, но по прибытии сюда увидел землянку. Могу сказать только одно, что в кадре и вживую это разные вещи. Конечно, вживую землянка и внутри выглядит намного больше даже, чем камера не может передать то, что ты видишь своими глазами. Мне здесь очень нравится, даже на этом новом месте, хотя в избе все равно приятно и тепло. Но сейчас мы еще здесь затопим печечку, поставим чайничек. Ну и, разумеется, приступим к работе. Поработаем сегодня хорошо, плодотворно. Сегодня будем собирать, воздвигать наш срубик будущего фрейм домика, друзья. В этом году я принимаю участие в битве блогеров на звание «Лучший DIY блогер». Мой канал номинирован на номинацию «Земля». Я очень надеюсь, что вы поддержите мой канал, проголосуете. Голосование очень простое. Нужно всего лишь перейти по ссылке, найти номинацию «Земля», найти мой канал и нажать кнопку «Проголосовать». Голосование простое, голосование продлится до 1 декабря. Я очень надеюсь на вашу поддержку, ну и в знак благодарности вы проголосуете. Всем приятного просмотра, мы начинаем. Ты еще не подписался? Подпишись, поставь лайк, ну и колокольчик, чтобы тебе приходили уведомления. Обязательно подписываемся, смотрим видео, ну и голосуем за Егора. Кто у нас еще лучший блогер? Ну, в моем понимании. Погнали! Погнали! Погода у нас сегодня замечательная. С утра было минус 4 градуса. Такая непривычная морозость. Выехали мы с избушки, добрались. Сейчас будем топить печку. Степа уже колет дрова. Разжигаем печку, чтобы можно было приходить на отдых в тепло. Ну и будем приступать работать. Будем сейчас собирать валежник, но потом уже будем воздвигать оставшиеся у нас 2 стенки. Я закончил в прошлом ролике. Вот, высота уже большая. Сегодня мы со Степой, я думаю, сможем максимум сделать. А там я уже доделаю.
Смотрите, вот буквально по 3 бревнышка, и уже бревна у тебя вот не на таком уровне, а вот на этом. То есть и сейчас можно, в принципе, даже и одному Че, это работать погнал? по высоте. Да. Это те самые леса, про которые я говорил в прошлом ролике. И решил я все-таки сделать леса, а не делать второй ряд вот этого сруба, вот этих стен рядом. То есть вот по 3 бревнышка буквально бросили, и уже ходить стало тут получше. То есть вот эта стена, она тебе не такая, а вот уже сейчас по колено. То есть работать сейчас будет намного удобнее. И, в принципе, тут уже, ну, дело пойдет и еще дальше. А то я думаю, как поступить, как правильно сделать. Может быть, вторую часть снимать, делать рядом. Но вот так будет намного лучше. И потом, когда у нас, получается, стены будут возведены, мы сделаем центральную матницу и по ней уже сделаем, ну, выпилим, в общем, скаты. И перевозить будем уже не такие 3-метровые бревна, а уже, получается, ну, по месту отпиленные. Знай, только собирай потом. Чуть-чуть. Что там это? Выпирает? Да, выпираю. Да, так. У тебя что, ровно? Нет. Куда Как-то на меня. А, да. Со Степой мы попробуем, закончим одну сторону, а потом уже на следующий день выйду я один и буду заканчивать уже вторую стену. Хотя бы вот так попробуем. К сожалению, Степа у нас всего на 1 день приехал. Так что, ну, что получится, то и получится. Как бы и то вперед. Так, у меня вровень должен быть. Вот. Так вот. Ой, вот это легенькая. Что-то.
Немного подытожим. За сегодня мы сделали 6 венцов. Всего у нас 13 венцов на этой стене. И нужно еще будет сделать 2-3 венца. И это уже будет, получается, ну, вот такая высота. Сейчас вот, если встать примерно на, ну, как будет уровень пола, вот у меня вот рука и 13 венец. То есть нужно еще 2-3 венца, и будет очень даже хорошо. Ну что, мы закончили, мы сейчас пойдем домой. В принципе, уже 5-й час, как мы и планировали поработать до 5 часов. Еще чуть-чуть сейчас и стемнеет. То есть мы хорошо уложились и будем сейчас выбираться. Время поджимает, Степе еще нужно успеть на поезд. Степе большое спасибо за помощь. Тебе спасибо, что позвал в гости. Я всегда рад, но возможность, к сожалению, предоставляется не всегда. Да, Степу я жду с мая месяца, ждал с мая месяца, и Степа только к концу октября смог приехать в гости погостить. Вот, получается. Ну что, мы пойдем, да? Пойдем, да, собираться, будем выдвигаться дорогу. Еще дальняя дорога нам предстоит, особенно мне. Друзья, до 1 декабря проходит конкурс на лучший DIY-блогер. Егор принимает в нем участие. Разумеется, в описании под этим роликом он оставит ссылочку. Обязательно. Переходите и участвуйте в конкурсе. Голосуйте за вашего любимого блогера. За вашего любимого блогера. До скорых встреч, друзья. Всех обнял. Всем пока. Всем пока. Все почаще приезжай. По возможности. Всё, Всегда по возможности. друзья, пишите в комментариях, что ждем Степу. Степа, надеюсь, будет читать комментарии. Ну, я его буду трясти, и Степа приедет. Вот так вот. Ладно. Пока. Степу я проводил. Получилось у нас выйти только на один световой день. Пришли мы к обеду и ушли где-то в 5 часу. То есть немножко получилось поработать, но результат хороший. Ну вот я уже вернулся обратно. Немного утеплился, так как работать холодно. И сейчас буду продолжать возводить стены. Взял с собой 2 самодельных подставки. Вот они. Это 32-я труба. Получается, выпилил кольцо, потом это кольцо пополам, сварил их, вот 2 половинки, и немного еще разогнул, увеличил радиус. Эти 2 подставочки у меня, получается, на том конце и на этом. Могу сказать, что
уже это намного удобнее, нежели закинуть бревно и потом ходить вокруг этого бревна, держа его, чтобы оно не упало. А здесь это бревно закинул, и можно потом уже это бревно равнять и закреплять. То есть намного удобнее, потому что я буду сейчас один, а у нас высота уже большая. Это будет неудобно. Вот эти подставочки, конечно, можно доработать, сделать из трубы поболее, чтобы радиус был больше, и тогда будет получше. Ну и, конечно, все аккуратнее сделать, а то я выпилил как попало, неровно. Надо будет доработать и покрасить их какой-нибудь в красный цвет, в яркий цвет, потому что у меня уже одна упала, и я ее, ладно, хоть увидел, а так вот, когда упадет зимой, не найдешь. Ну чего, вот таким образом буду я делать дальше ряды, и потом нужно будет сделать леса еще повыше. Потому что вот мы когда забивали последнее бревно, 13-й ряд, мы уже забивали его на цыпочках, стояли на носочках. Поэтому надо сделать вот такие леса повыше немного, чтобы можно было еще докласть последние ряды. Так, здесь у меня получается 13-й ряд. И я прикинул, еще нужно ряда, ну где-то, да, 5 рядов, и все. Стенка будет готова.
У меня с этой стороны пошел уже 11 ряд. Здесь 13 рядов. И работать уже невыносимо. То есть я уже стою на вытянутых руках, получается, засверливаюсь под нагель. Хочу положить, ну, доложить, досверлить это бревно и сделать уже второй ряд лесов. Ну, потому что уже все дальше невыносимо работать на вытянутых руках. Когда Степа был, когда он сверлил вот эту стенку, он, получается, тоже уже сверлил вот так на вытянутых руках. Но у него роста выше моего. Получается, я на 11 винце уже стою с поднятыми руками, а он был на 13 винце. Вот так вот, Степа, считай, у меня на голову-то выше. Получается, и на 2 винца там и побольше положили с помощью его роста. А я уже все, я, получается, на 12 винце точно буду стоять уже на носочках. И то не факт, что дотянусь. А сверло еще иногда закусывает, его нужно вытаскивать. Получается, не совсем удобно. Так что сейчас буду делать второй ряд лесов. Вот такая здесь высота. Вторые леса я сделал, вот стою на них. Все закрепил, все хорошо. И сейчас можно будет продолжать доделать вот эту стенку. Эту стенку заканчиваю и буду заканчивать следующую стенку. Короче, не буду так размазывать то туда, то сюда. Эту заканчиваю, перехожу к той. Потом закидываю бревно центральную, это будет матница. Расчерчиваю, распиливаю, и на этом все. Да,
Все это так на словах просто, но на самом деле еще придется помучиться, еще не раз мне придется вверх-вниз слезть и залезть. Ну и сейчас работать будет намного удобнее, считай, эти бревна менее по колено, будет удобно засверливаться, будет удобно забивать шканты с обеих сторон, вот. Ну и прямо бревно буду здесь выпиливать паз. Прямо здесь положу и туда-сюда продольный паз буду делать. Спускать ничего не буду. Главное бревнышко мне поднять, а тут уже дело за малым. В прошлом сезоне я начал пользоваться электроинструментом, и в прошлом же сезоне понял, что если работаешь электроинструментом, нужно всегда иметь запас в виде аккумуляторных батарей. Работаю я вот этой дрелью, это у нас 3 в одном. Работал я этой дрелью, когда делал беседку, может быть, кто у нас постоянный зритель помнит. И у меня получается вот таких 3 аккумулятора. И в этом же сезоне я пользуюсь электропилой с 3 аккумуляторами. Они у меня по 5 ампер-часов, 60 вольт линейка. В прошлом сезоне я делал землянку с 2 аккумуляторами. 2 аккумулятора мне не хватало. Вот 3 аккумулятора это самое то. Получается, одного аккумулятора хватает на 20 минут работы. Это без ну как получается, то есть ты нажал на курок газа и 20 минут без остановки пилишь. На самом деле это очень даже много, 20 минут бесперерывной работы. Итого у меня получается 3 аккумулятора и суммарная суммарное время это 1 час. Скажете, что это очень мало? Нет, на самом деле это очень даже и достаточно. Когда работаешь электропилой, уже вырабатываются у тебя навыки, то есть ты пилу включаешь только когда уже у тебя, получается, цепь находится на линии реза. И получается, когда ты заканчиваешь, тут же отпускаешь, и у тебя электропила не работает. Эти навыки помогают как раз-таки в работе и в экономии батарейки. И самый минус электроинструмента в том, что если у тебя аккумуляторная батарея разряжается, она, зараза, не теряет веса. И получается, ты эту самую батарею тащишь сюда, она у тебя весит одной массы, и обратно ты ее возвращаешь такой же массой. С бензопилой же, конечно, все просто. Допустим, ты взял 5 литров бензина, потратил эти 5 литров бензина, ты идешь уже, получается, на 5 килограмм легче обратно. Это вот самый единственный минус электроинструмента. Работать мне вот этой электропилой очень-очень понравилось. Не получается, не надо никакую ручку не дергать, у тебя нету шума. Тебе надо, нажал, распилил, курок отпустил, все, тишина. Надо чаю попить. Хочу пить чай. Получается, у меня сейчас 14 венец. Сейчас пойдет 15 венец. И может быть еще один венец положу. А может быть и еще. Слишком высокую делать не буду, потому что потом работать будет не совсем удобно. Но посмотрим.
Только что присел я отдохнуть, значит. Сегодня у нас вообще полная тишина, очень слышно, даже слышно немного приезжающие машины из деревни. Ну, прямо офигенная слышимость. И сейчас присел, чтобы отдохнуть, и слышу волк. 3 раза он провычал. Как только взял камеру, все, тишина. Да, тишина. У меня подобная ситуация была, когда я был в избе. Тот самый ролик, когда я делал дверь входную в избушку. Ролик называется, по-моему, «Сделал избу в 20 раз уютней». И тогда я тоже, вот это, уже была весна, кстати говоря. Я тогда закончил, получается, выключил весь инструмент, вышел ну, на улицу, так скажем, и вслушался, и был вой. Причем он тогда был очень-очень близко. Офигеть, волки, друзья. Воют, слышно, нет? Тогда меня, помню, в мурашки дернуло. Даже сейчас, когда вот только... Я сперва первый раз не понял, думаю, ну собаки, может быть охотники. Потом второй раз вой, и у меня бух-бух, мурашки. Тогда я в прошлый раз в избе даже схватил топор и пошел быстрее запускать бензогенератор. То есть у меня там буквально метров 15 до этой будки. И я с топором, помню, шел. Это просто было страшно. Тот кусок я тогда не вставил, потому что, ну как, из телефона его слышно, но очень слабо слышно. А видео я бы думаю, что вообще бы не было слышно. Поэтому, чтобы меня не сочли вот таким куку, я этот ролик, ну, кусочек не вставил. Во, опять. Ну, очень-очень далеко. Вообще жуть. У меня в прошлом году был путик до землянки. И тогда я в один момент сюда приехал, и были одиночные следы. Сперва как-то не придал значения. Потом все еду, а он идет по этому, ну, по накатанной. Думал, леса. А потом смотрю, нифига, след. Лапы вот такущие. Значит, это волк был. Можно писать поздравления. Сделал я одну стенку. Получилось у меня 18 рядов. 18 ряд у меня последний. Далее пойдет сюда матница. Она еще даст немного высоты, сантиметров 10. И такая будет высота. На самом деле получилось очень-очень высоко. Я буду стоять, получается, с вытянутой рукой. И еще даже не смогу коснуться потолка. Вот такая вот крыша будет. Крыша будет острая. Все, в принципе, как я планировал.
Дождик наделал делов. Работать максимально неудобно и максимально небезопасно. Бревна очень скользкие. Вот видели вы, бревно я почти закинул, но не получилось. Все это скользит, все это падает. Так что нужно быть аккуратным. Вот работаю я уже на высоте. И передвигаться тоже там не особо удобно. Очень все скользко. Нужно аккуратно ходить по бревнышкам. Осталось мне положить 5 винцов, 5 рядов точнее. И буду устанавливать уже последнее, завершающее. Это будет у меня матница. Она 4-метровая. Как я ее буду закидывать, тоже мне будет интересно. Но я думаю, получится. Осталось у меня сделать 2 венца. Вот это я бревно уже разметил. И будет вот это последнее, завершающее. Вот как это 18-й ряд. Вот здесь что-то я так разошелся. Лишнего я, получается, ну, можно было покороче делать. Ну ладно, пускай. Пускай лучше будет с запасом, нежели потом будет какое-нибудь бревно короче. И это будет не совсем хорошо. Я, кстати, так, когда делал землянку, на предпоследнем венце маленько лопухнулся. Получается, у меня ниже, ну, вот этот предпоследний венец был намного короче. И если бы я выпилил бы угол, то у меня бы вот, ну, там такой промежуток был. Поэтому лучше пускай с запасом, так будет надежнее и спокойнее. Все, пропиливаю этот паз, закидываю, получается, последний 18-й ряд. И буду закидывать самое последнее центральное бревно. Восемнадцатый ряд, друзья, на этой стороне готов. Поздравьте меня. Я это сделал. Осталось мне совсем немножко. И сейчас, не затягивая, иду за бревном. Бревно у меня будет 4 метра. И буду устанавливать сюда бревно, друзья. Ура! Ладно, погнал я за последним бревном.
Ничего себе. Хотел сказать, что за все время потерял я 2 карандаша, начал пользоваться гвоздем, наклонился и нашел первый карандаш. Вот. Рано поторопился сказать, что карандаши у меня только в путь тут теряются. Прямо как это по заказу. Но гвоздем тоже неплохо получается, но карандашиком-то лучше. Осталось найти второй карандаш. Установил я бревно. Вот у меня с этого края бревно врезалось чуть больше половины вот этого ряда. А вот на этой стороне вот так. Это получилось из-за того, что у меня на этой стене бревна были немного толще, чем вот на этой. И поэтому стена получается, ну, это чуть повыше. И, соответственно, это пониже. Общее количество рядов получилось 18, но высота их разнится. Это можно, конечно, было предугадать, если заранее размечать, какое бревно будет класться на ряд соответствующий этой стены и на той. То есть, чтобы примерно диаметр был одинаковый. Но это я не отслеживал, потому что валежника у меня не было подготовлено к этому. То есть я какую-то часть принес, выработал, принес другую часть. Если бы, конечно, у меня, допустим, на этой стороне было там 18 бревен и на эту 18, то есть бы я бы из этих двух куч бы выбирал бы более-менее одинаковые бревна. Это, конечно, все нюансы. Здесь будет в дальнейшем доска, и этой доской, получается, вот эта небольшая неровность выровняется, так что ничего здесь видно не будет. Будем знать только мы об этом. Сейчас у меня самое главное, это нужно мне будет ровно выпилить скат. Для этого я доску принес, доска вот лежит. Буду наклонять доску на ребро, и получается по ребру буду выпиливать такой скат. Тихонечко, аккуратненько. Что-то я увлекся.
Я настолько увлекся, что под собой чуть не выпилил бревно, на которой все держится, вот эта вот вся эта конструкция, весь второй этаж. Что-то я разошелся. Еще бы чуть-чуть бы и все бы рухнуло. Вот, блин, ведь, а. Сейчас надо что-то будет придумать, какую-то подпорку, чтобы можно было все это благополучно распилить, остальную сторону и вот эту. Жизнь меня опять ничему не учит. Слишком я увлекся и теперь с этой стороны отпилил. С той стороны-то я почти надпилил. Полностью, ну почти отпилил. А с этой стороны я полностью. Ё-моё, блин, ну делов себе сделал. Сейчас надо будет с этой стороны фиксировать и тихонько переходить на другую сторону. Вот же, а. Что-то я не смотрел, как давай пилить. Распилить бревна идеально не получилось. Шинка уходила в сторону, и где-то какие-то есть косяки небольшие. Не все идеально, но это мы утеплим, джута побольше положим, и вот эти неровности у нас скроются и утеплятся. Конечно, пилить не очень удобно, получается в два этапа. Сперва снизу, потом сверху. Это я пока оставил, потому что, возможно, в следующий раз, когда буду разбирать, нужно будет еще залезть, получается, наверх. Вот, когда уже сниму вот эту часть я отпилю по месту. Вот такая конструкция получается. Так как я говорил, что эту хижину мы будем строить вместе, все ваши задумки, которые у вас есть, вы обязательно поделитесь ими, и мы будем воплощать. Ну, точнее, я буду воплощать, и вот эту хижину мы будем строить все вместе. Планирую я внутренние стены ошкурить, а наружные стены, ну, получается, наружную сторону не трогать. Какая идея? То есть с виду у нас наша избушка будет такая невзрачная, вся в естественных цветах, а когда заходишь внутрь, у нас, получается, внутри будет все светлое. Стены будут ошкурены, все они будут блестеть. Либо второй вариант, тогда уже ошкуривать полностью все бревна, чтобы избушка у нас была и снаружи красивая, и также внутри. Обязательно поделитесь этим мнением. Как скажете, так и будет. У меня уже язык заплетается, я устал. Сделано очень немало. Сил очень вложено тоже немало. Ну и поделюсь немного своими мыслями. А фрейм я специально делал высоким. То есть не делал слишком габаритными, чтобы в ширину не расползался, но и также в длину. Специально для этого я хотел в задумках-то сделать второй этажик, чтобы можно было по лесенке залезть туда ближе к потолку и там сделать спальное место. Планирую вот так вот все это дальше сделать, все это дальше воплотить. То здесь у нас будет простая жилая комната, будет печка, будет столик, будут одни кровати, и сверху по лесенкам будет второй этажик небольшой, чтобы можно было залезть там и, получается, поспать с уютом. На этом, друзья, я буду заканчивать. Всем спасибо, кто досмотрел этот длинный ролик до конца. Надеюсь, вы, как и я, насладились творческим успехом, как это все получалось, как это возводилось с самого низа и до самой макушки. Кстати говоря, скат здесь получился 3,10 где-то. То есть вот такая получается у нас избушка. Друзья, увидимся с вами в следующем ролике. Обязательно голосуйте за мой канал в номинации «Лучший DIY блогер». Ну и всем пока. Скоро увидимся.